Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим заброшенный многоквартирный дом в центре Риги. Подобные дома, словно машина времени, возвращают нас в прошлое. Здесь можно увидеть старый быт и найти многие вещи прежних жителей. Приятного просмотра! Так, ребята, я в центре города проник в заброшенный многоквартирный дом. Начнем, пожалуй, с подвала. Вот спуск в подвал. Ого! Тут есть свет. Закрыто. А здесь, похоже, была чья-то каморка. Кровать и пульт управления. Пульт управления от лифта. Вот техосмотр 2004 год и 2008. Значит, здесь обитал лифтер. А вот лифтовые установки. Причем, смотрите, тут на моторе надписи на немецком языке. Импортный мотор. А здесь была мастерская лифтера. Тут у нас все возможные детали, вероятно, для обслуживания и ремонта лифта. А на календаре 2012. Голоса с улицы. И судя по почтовым ящикам, тут было 8 квартир. Интересно, вот когда дом был расселен? Ой-ё! Это очень крипово выглядит. Этот моргающий свет. Говорят, свет моргает, когда присутствуют духи. Знаете, это больше пока похоже на офисы, нежели квартиры. Соседний дом, кстати, жилой. Надо быть осторожным. Эти голоса с улицы меня немного напрягают.
Но это люди у подъезда стоят, разговаривают. Такс. Вот, похоже, первая квартира. Ой-ё! Посмотрите на эту красоту на потолке. Вообще, если честно, я очень соскучился по этим старым домам и их особой атмосфере. Это похоже на крышку от швейной машинки. Но машинки нет. Ого! Какая красивая печь. Класс. Старые дома — это класс. Красивые печи, высокие потолки, большие комнаты, архитектура. А вот и первые интересности. Посуда. Если не ошибаюсь, это сливочник. Рижский наш. Тоже Рига. А этот Чехословакия. Возможно, что-то дорогое. А тарелки Дулева или Дулева, не знаю. Видно, кстати, что здесь уже поработали строители. Разбирали пол, вероятно, проверяли состояние стен и пособирали вещи или мусор в мешки. А, это мусор строительный. Да. А здесь ящик с книгами. Англо-русский словарь. Эти кожаные двери, как в большинстве советских квартир. Подобные дома — настоящая капсула времени. Это счет за электричество 2009 года. Сапожки для совсем маленького ребенка. Зонтики, кстати, тоже детские. Газеты. Газета 2008 года. Неужели тут все так давно заброшено? Здесь тоже складывали
вещи или мусор в мешке строителя. Но что-то пошло не по плану. Еще старая посуда. Тоже Рига. Фарфорный завод имени Кузнецова. Енот. Прикольный. Вообще вот, насколько я знаю, квартиры в подобных домах, особенно в центре города, реставрируют и потом продают за немаленькие деньги. Ого! Это банка от виноградного сока. Еще советский сок. А это азербайджанское вино Карабах. 16 градусов. Вишневый компот. Тоже советский. Ну так вот. Этот дом тоже, видимо, хотели починить. Но что-то пошло не так. Это пылесос. Да. На полу лежат утюги. Год 79-й. А этот какого года? 70-й. Сделан в СССР. Красавец. Здесь туалет. И кладовка. Любили пить спиртное. Куча бутылок от Мокки. Кстати, я знаю этот напиток. Сам такой пробовал. 30 градусов. Кофейный ликер. Не, ну вот, правда, заходишь в такие дома и просто, как на машине времени, попадаешь назад в прошлое. Телевизоры старые стоят. Годов, наверное, 90-х, а может даже 2000-х. А это стиральная машина. У моей бабушки такая была. Судя по интерьеру, время здесь замерло еще в 90-х. Ну или в 2000-х. Это кухня. Бедные мышки искали, что им покушать. Погрызли мешки, упаковки. Кувшин прикольный.
тоже рижский. Тут много пустых банок. Даже, походу, еще какие-то припасы остались. А это, похоже, радиоприемник. Радиотехника. Такс. Поднимаемся на следующий, 3-й этаж. Большие квартиры были в этих старых домах. А в советское время здесь, вероятно, были коммунальные квартиры. Пианино. Рига. До сих пор звучит. Ну вот, в этой квартире люди, когда уезжали, практически все свои вещи забрали. Очень красивый этот синий стиль. Мне нравится. Стены, двери. И снова красивейший камин. Это, возможно, даже ручная работа. Ребята, сейчас вам кое-что покажу. Смотрите, мне прислали из Китая ультрапрочный телефон. Это Дуги S200 Ультра. Флагман линейки. Офигеть, он большой и прочный. Ну-ка. Целый. Да, он скорее пол проломит. Основной экран 6,72 дюйма Full HD. А сзади есть второй экран. Тут можно управлять музыкой, смотреть время. Даже компас есть. Полезная штука. Календарь. Это камера. Заряд батареи. Настройки и уведомления. Очень удобно. Сейчас проверим камеру. 100 мегапикселей. Такс. Супер. Классные фотки получаются. Но, ребята, главная фишка этого телефона — камера ночного видения. Так, выключаю фонарик.
Вот, ночное видение. Полная темнота, но телефон все видит. Это то, что нужно для моих вылазок. Смотрите, вот так я вижу глазами, а вот так через телефон. И можно сфоткать. Эта камера реально полезная штука. Буду брать ее с собой на вылазки теперь. Вот такие получились фотки в полной темноте. Ребята, также здесь стоит 8-ядерный процессор, и вы сможете поиграть в любые игры, в какие захотите. Тут 48 гигабайт оперативки и терабайт памяти. Можно снять кучу фоток и видео. Батарейка здесь на 11 тысяч миллиампер. И в режиме ожидания вам ее хватит на целый месяц. Сейчас берем дуги, идем на крышу и сделаем парочку фоток ночного города. Главное, чтобы выход на крышу был открыт. Так, фонарик. Мощный фонарик у дуги. Тут могут быть голуби. Ой-ё, дорогие голуби, простите меня, пожалуйста, я вас не трону. Я на крышу. Не бойтесь. Так, где-то должен быть люк. А вот и выход на крышу. Вот это лифтовая под таким куполом. Вон мотор от лифта тут был, походу. Вот этот колодец. И вид на Старую Ригу. Потрясающий вид. Ребята, слоган Дуги гласит о том, что это смартфон для хардкорных игроков на открытом воздухе, ищущих экстремальных ощущений. То есть это телефон как раз для меня. В общем, дорогие зрители, если вы ходите в походы на природу или по заброшкам, как я, и вам нужен прочный телефон, технически мощный, да еще и с хорошей батарейкой, смело могу порекомендовать вам Дуги S200 Ultra. Ссылка будет в описании. А вот этот соседний жилой дом.
Вот там памятник свободы, а это Национальная опера. Ну и вид на центр Риги. Смотрите, какая красота. В общем, на 5-м этаже оказалось пусто. Сейчас заглянем на 4-й. Ого! Тут, походу, уже поинтереснее. Детская машинка. Мешки с игрушками. Вообще вот правда интересно, когда этот дом расселили и какова дальнейшая судьба его жителей. В этих мешках, походу, уже мусор. Да. Это швейная машинка. Чайка 132М. Со всем столом. Вот это находка. Ящик с вешалками. Ого! Посмотрите, это самодельные ролики. Просто ботинок, привязанный к колесикам. Вот и ролики. Тут настоящий лабиринт. Тут тоже куча мешков. Тут была чья-то мастерская. Там проход. И тут проход. Два старых телека. В шкафу какие-то детали. Куча ключей, замков. Какой-то мастер тут жил. Вообще, конечно, видно, тут кто-то уже покопался по всем этим шкафчикам. Видимо, мародеры искали что-то ценное. Коробочка с фотолентами. Свема. Вот они, эти фотоленты. Они там есть внутри. Здесь упаковки с фотобумагой.
Здесь их штук 5. А это здесь у нас кинолента. Чернышеву 50 лет. Интересно, этот фильм можно было бы сейчас запустить на киноаппарате? Или же уже нет? Это интересная штука. Ручная дрель. Что там на полках сверху? Какие-то банки, припасы. О, это советский кофе. Баночка. А наверху какая-то электроника. И, походу, еще киноленты. А вот прикольная картина на деревянной доске. Сейчас еще заглянем на антресоль. Платы, модули. Прикольный чемодан, а в нем динамики от музыкальных колонок. Да, реально я попал в квартиру какого-то мастера. Все же интересно, почему люди уехали, оставив свои вещи. Вот здесь я еще не был. Классная картина деревянная. Мне вот интересно, эти мешки с вещами, это жители собрали свои вещи и почему-то не забрали, или это уже строители готовили на вынос? Мебель тоже разобрали. Это, наверное, была квартира того мастера, который чинил колонки, компы, телевизоры и замки. Вот целый ящик с новогодней гирляндой. Тут тоже какая-то техника. Какие-то коробки. Пульты вон вижу. Следующая квартира. Это
пустые. Да, фотографии, значит, забрали. Тут советские журналы «Помощь радиолюбителю». Выпуск 88-го года. Это все журналы для радиолюбителей. Пластинки. Ну-ка, сейчас рассмотрим. Поэт Петр Чернев. Баллада о любви. Оркестр Джеймса Ласта. Эстрадные мелодии. Хороший муж, истинная любовь. Алла Пугачева. Ансамбль «Веселые ребята». Кстати, некоторые упаковки пустые. А вот на латышском языке пластинка. Песенки для малышей. Песни Эдуарда Колмановского. Элла Фицджеральд. Эх, любители музыки точно оценили б такую находку. Поэт Юрий Антонов. Песни Давида Тухманова. Синяя песня. Что ж, ладно, довольно пластинок. Положим их на место. Здесь еще лежат наушники и детали от них. А на полу разные бумаги. Знаете, что я нашел? Это свидетельство о рождении, выданное еще в царской России. Человек родился в 1895 году. То есть сегодня ему было бы 130 лет. А вот автобиография местного жителя. Чернышев Вячеслав Маврикеевич. Родился я 16 сентября 19 года в Воронеже и воспитывался у матери без отца. Окончив 7 классов в 1934 году, поступил работать на завод в Воронеже. Работал сначала слесарем, потом конструктором, стал учиться без отрыва от производства в авиационном техникуме. Окончив последний, продолжал работать конструктором на том же заводе и учиться в авиаинституте. Заочно, но окончить его не смог. В декабре 1941 года был мобилизован в ряды Красной Армии и направлен на фронт, где в феврале 1942 года получил в боях тяжелое ранение и был направлен на лечение в госпиталь. Из госпиталя по состоянию здоровья был направлен в военно-медицинское училище, где учился и продолжал службу. В 1944 году после расформирования училища был направлен на фронт, где в октябре 1944 года по состоянию здоровья был демобилизован.
Приехав с фронта к семье в город Пермь, я начал работать, но по состоянию здоровья и жилищным условиям мне пришлось сменить ряд работ. Инвалид Отечественной войны второй группы. В 1945 году получил вызов. Я с семьей переехал жить и работать в город Ригу, где работал в системе местной промышленности и других организациях. С 1950 года находился на научно-общественной работе в латвийском СИТО, где в последнее время с 1953 года был избран зампредседателем Латвийского республиканского правления НТО радиотехники и электросвязи имени Попова, проработав до выборов 1958 года, где в настоящее время избран членом президиума. С июля 1956 года назначен на работу директором телевизионного ателье номер 18. Работал в обществе по совместительству. С декабря 1959 года переводом назначен старшим инженером ЦБТИ НТК. Не знаю, что это. В сентябре 1961 года переведен в распоряжение Министерства связи Латвийской СССР и был назначен начальником лаборатории по автоматизации и механизации при Рижском почтамте. В комсомол вступал на фронте в 1942 году, в ряды коммунистической партии в 1944 году. Семейное положение: женат и имею 3 детей в возрасте 18, 17 и 8 лет. Да, интересные люди здесь жили. Не, ну выглядит так, будто люди реально вышли и не вернулись. Что тут? Три стиральных машины. И знаете что? Одежду постирали, подвесили сушиться и так и не забрали. Такие находки меня всегда удивляют. Неужели люди покидали свое жилье в спешке? Часы классные. Стрела. Здесь же лежат корпуса от компьютеров и телевизоры или мониторы. Много стиралок, одежды. Я думаю, это была коммунальная квартира, где жило сразу несколько семей. Кухня. И вся кухонная утварь, все предметы быта, все лежит на своих местах. Все вот эти вещи без людей не имеют абсолютно никакого смысла. Тарелки, чашки, кастрюля. Вся нужная посуда. Тут везде
что-то есть. Кстати, это интересная штука для выпекания сладостей в форме грибочков. Моя бабушка, помню, тоже мне такие делала в детстве. Ножи, вилки, ложки. Еще советские. Надо посмотреть дату на каких-то припасах. Кофе. Так. Что? 2018 года? Баночка. Здесь все выглядит как в Союзе, но еще 7 лет назад здесь жили люди в этой квартире. А сейчас время здесь замерло. Что ж, дорогие зрители, спасибо вам за внимание и напишите, интересна ли вам рубрика «Заброшенные квартиры». Вообще, осень у меня одно из любимых времен года, но в этом году осень выдалась не очень удачной. На следующий день после этой вылазки я заболел, вероятно, простудился и подхватил вирус. Потом получил весточку из Польши. В конце ноября все-таки будет финальный суд по моему делу. Все бы ничего, но польские СМИ опубликовали ряд статей, где преподносят меня в плохом свете и пишут, что штраф – это недостаточное для меня наказание. Еще спустя пару дней внезапно сломался мой компьютер. Что ж, ладно, надеюсь, все наладится. Счастливо и до скорых встреч!